Всем привет, канал Польза.нет. Давно мы не топили ничего стоящего. OnePlus 13. Смотрим, выживет или нет. Так, ну и давайте будем честны, чтобы я потом не рассказывал вам про OnePlus 13 в конце, чтобы он сейчас окирпичился, я не хочу. Но вот потомки BBK очень любят выпускать воздух с динамиков, притом с верхних в первую очередь. А IP69, в отличие от Vivo X100S, здесь, по сути, кстати, отрабатывает. Напоминаю, что Vivo X100S с IP69 у меня благополучным образом окирпичился. 4К 120 FPS здесь отсутствует. Здесь очень много всего отсутствует. Смотрите, он отрубил, кстати, съемку, и под водой нажать на кнопку нельзя. Кстати, темы, как у Vivo с подводной съемкой, здесь нет. Ну и вообще, в принципе, я согласен с тем, что нужно покупать чехлы. Лишние $30, и у тебя девайс за штуку останется живой. Посмотрим, что с ним будет. Смотрим. Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня не факт, что это у меня получится, потому что я буду вам рассказывать о OnePlus 13. И да, у него самое крутое вибро на рынке, как я считаю. Да, у него остался еще механический переключатель. Да, у него экран, хотя и не водопад, но у него небольшие грани все-таки есть. И когда ты используешь его с чехлом, это не особо всегда удобно. У него уже появились всякие там Power бэнки, которые можно вешать на MagSafe, но на самый смартфон ты его не повесишь. Разумеется, 8 Elite процессор за 2 миллиона баллов в Antutu далеко. Разумеется, IP69, 4К 60 FPS на всех модулях, но, к сожалению, как в Samsung, на фронталку, допустим, переключиться нельзя. Есть керамический вид, но он скользкий, очень аккуратно. И если брать, допустим, тыльную часть не из керамики, а из кожи, она довольно такая, не скажу, что супер приятная. Супер быстрая память, то есть за 200 тысяч баллов в Antutu я первый раз такое вижу, чтобы спокойно смартфон выбивал. Никаких каких-то особых фишек, как, допустим, Oppo Find X8 Pro, у них здесь вот эта вот кнопочка, как на айфоне, здесь нету. Насколько хорош OnePlus? Он хорош. Является ли он лучшим? Смотря в чем. Китайская версия имеет определенные подводные камни, хотя здесь есть у нас все бенды, хочу отметить на секундочку. И, разумеется, LTPO, 120 Гц экрана. Но обо всем подробно в обзоре. Напоминаю, что у меня еще будет обзор одним кадром, но уже после, наверное, OnePlus 13 на глобалку я выгружу обзор 13 января. В нем вы сможете увидеть, как основная камера работает в режиме без остановки. И на пользу стрима была прожарка китайского OnePlus. Скорее всего, глобалку я тоже буду прожаривать, как он в течение нескольких часов мог выживать в играх. Мы заодно его и обсуждали. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в минималистичной упаковке из плотного картона, выполненной стандартно в красном цвете. Китайская версия у нас идет с большим комплектом. На коробке есть название и краткие характеристики модели. Упаковка хорошая. В комплекте у нас силиконовый чехол, краткое руководство, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, адаптер питания Super VOOC на 100 Вт с китайской вилкой, фирменный кабель для зарядки с USB-A на Type-C, хотелось бы, правда, с Type-C на Type-C, и ключ для извлечения прорезиненного слота на 2 сим-карты. Карту памяти, разумеется, туда не запихать, только у Sonic такое осталось, у флагманов, если они вообще их будут продолжать выпускать. Русский язык на борту, несмотря на то, что у меня китайская версия смартфона, с гуглами никаких проблем нет. И сразу по поводу обновления. Обновления по воздуху прилетают, обновление мне прилетело на почти 7 гигабайт, и хочу отметить, что эйсы, перепрошитые на глобалку, они не обновляются по воздуху, а китайские OnePlus 13, даже разблоченные под звонки, я в конце расскажу, они по воздуху обновляются. Габариты смартфона 163 на 77 на 9 мм, а вес 210 граммов. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, подписаться на телеграм-канал скидок, оставить любой осмысленный комментарий под любым из роликов больше 5 слов, и вы автоматически в розыгрыше. Переходим к смартфону. Начнем. Приобрести OnePlus 13 можно в черной, белой и синей расцветке. Стандартной зеленой расцветки, к которой мы уже привыкли, к сожалению, нет. В черной расцветке тыльная часть выполнена из стекла, как и в белой, а вот синей тыльная часть выполнена из эко-кожи. Внешне смартфон выглядит стильно, плюс за то, что рамка алюминиевая, она имеет глянцевое покрытие. Плюс еще в то, что у него шайба не огромная, в отличие от всяких там Vivo, Oppo и всех остальных. Она не сильно выпирает из корпуса. Сборка качественная,
качественные, материалы тактильно приятные. Но если вы планируете носить смартфон без чехла, лучше брать с эко-кожей, потому что она не такая скользкая. А в стекле, конечно, смартфон очень скользкий, хотя и ощущается в руке классно, держишь фактически за счет того, что рамка не проскальзывает. Смартфон имеет водонепроницаемость стандарта IP69. В начале ролика вы видели, как я его топил. По эргономике все довольно неплохо. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости и К-порт, разъем USB Type-C OTG версии 3.2 Gen 1, за что огромный им плюс. По кабелю все скидывается теперь очень быстро. Далее есть механический переключатель режимов звука, классика, и спасибо им за это, что не кнопка, такой вот антистресс. 4 микрофона и стереодинамики. В настройках можно воспользоваться предустановками звучания. Звучание качественное, динамики достаточно громкие. Bluetooth-кодеков на борту достаточно, к слову, установлен Bluetooth-чип версии 5.4. Бионический вибромотор с поддержкой O-Haptics просто топовый, настраиваемый. И в китайской версии можно еще выбрать один из двух видов, помимо силы. В глобалке вроде бы пока такого нету. Но глобалка будет представлена, и послезавтра вы о ней от меня тоже узнаете, и на стриме тоже. Будем его жарить. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED 8T LTPO дисплеем на 6,82 дюйма с разрешением 3168 на 1440 пикселей, защитой Jingdan Super Ceramic Crystal Shield, сертификацией DisplayMate A++, адаптивной частотой обновления экрана от 1 до 120 Гц и плотностью пикселей в 510 ppi. Чисто флагманская. Поддержка HDR10+, Dolby Vision и на борту Z-Real и HDR Vivid. Яркость по моим замерам на 100% 1100-1300 люксов, в пике 1600. Но во всяком случае все видите на экране, и хочу отметить определенную химию. Когда я тестировал его на стриме в несколько часов, мы играли, он яркость а-ля не сбрасывал. Он, допустим, показывает тебе постоянно 1100, а потом бах и показывает 700, потом опять 1100. Я не знаю, с чем это связано, но вот это как раз одна из тех причин, почему он яркость а-ля не сбрасывал. Он просто не сбрасывал ее очень сильно. По факту он, получается, рандомно меняет яркость. Пусть даже это и там комфортно, и 1300, и 1100, и 700, но когда ты привык к 1100, ты четко видишь, когда падает до 700. Притом причин этому нет никаких, ничего в фоне нет, ничего он не грузит, не перегрет он. Очень странные дела. Адаптивная регулировка яркости на борту работает, кстати, она корректно, если вы не на максималке будете его держать. Ко всему есть большое количество разных функций, технологий для улучшения отображения изображения. Разумеется, персонализация цветопередачи. Разумеется, технологии для улучшения работы сенсора в разных сценариях. К примеру, отклик в перчатках или с дисплеем, на котором есть вода. Хочу отметить, что если у вас руки, допустим, влажные, здесь сканер отпечатков пальцев будет отрабатывать все равно. Вот он, ультразвук. Полноценный настраиваемый Always On Display, разумеется, в наличии. Мультитач на борту на 10 касаний откликается молниеносно. Сенсорный отклик отличный, как по мне, при обычном использовании смартфона. И в играх тоже, но, повторяюсь, для того, чтобы сказать, что это вау, супер игровой сенсорный отклик в играх, я не могу. Первое, потому что он чуть-чуть все равно начинает залипать через какое-то время, пусть даже и не сильно. И второй немаловажный момент, для того, чтобы понять, что такое суперсенсорный отклик, необходимо хоть раз Азусом попользоваться. То есть, если вы прям игрок, то рано или поздно я вам советую прийти к каким-нибудь игровым смартфонам, и вы почувствуете разницу. И обязательно, разумеется, когда вы играете в играх, необходимо отклик экрана настраивать на максимальную чувствительность. Тогда будет более-менее прилично. Шим довольно приличный, может и до 40% подниматься, хотя на основных яркостях, которыми я пользуюсь, он небольшой. Далее, разблокировать экран можно при помощи ультразвукового сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, функции распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер находится удобно, высоко, но он не огромный. То есть нужно запоминать, где он находится. Как только привыкнете, все, он будет отрабатывать как часики, 10 из 10. Но пока будете привыкать, будете один раз из 5 промазывать. Функция распознавания лиц срабатывает корректно даже под углом, но внести биометрические данные можно только одного лица. И хочу особо отметить, правильно указали в стриме, что кнопки регулировки громкости и кнопка питания почему-то расположили выше, чем обычно по ощущениям. Я не знаю почему, но, в общем, либо это ощущения такие, но по мне, да, кнопки довольно высоко. Хотелось бы чуть-чуть ниже, не особо комфортно. Процессор здесь установлен Qualcomm Snapdragon 8 Elite с техпроцессом
Atom 3 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота у него 4,32 ГГц, и в отличие от глобалки он не задушен. Потом увидите в обзоре на глобалку, про что я говорю. Используется графический процессор здесь Adreno 830 и движок на базе IE. Система охлаждения Tiangong Gen 2 VC площадью 9925 мм квадратных. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12, 16 и 24 гигабайта. Внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256 гигабайт, 512 гигабайт и 1 терабайт. Операционная система ColorOS 15 на базе Android 15 версии. Разумеется, в глобалке будет кислород. Русский язык на борту, Google сервисы работают без проблем, но так как это китайская версия, то необходимо настраивать уведомления, иконки уведомлений для AODA. Убирать китайский софт, который по итогу весь не вырезать. Также есть некоторые проблемы в работе системы. Имеется поддержка Wi-Fi 7 версии, поддержка 5G сетей, 4G сетей и ниже. Для 4G все бенды в наличии, что очень круто, при том, что это китайская версия. Но данная модель подвержена региональной блокировке. Да, не во всех регионах. То есть меня вчера на стриме прожарки поправили, что на FOPA есть перечень этих регионов, где запрещено использование данного смартфона. Опять же, это все дело разблокируется продавцом, поэтому мне смартфон технически пришел уже разблокированный и вскрытый, но не забываем, что блок может прилететь. И все эти рассказы про то, что он снимается за 5 секунд, ну, не везде есть сервисы, и не все за 5 секунд можно сделать, к сожалению. Покупая флагман за такие деньги, хочется сказать бывшему BBK, а конкретно OnePlus, Oppo и Realme, которые блочат свои смартфоны, ошалели вы. Еще и под какие-то регионы. То есть кто-то для них белый человек, их не надо там блокировать, а кто-то для них давайте-ка там заблочим, потому что у нас там в глобальной версии люди смогут их продать. Ну, потому что глобалка будет дороже. eSIM, разумеется, нет и не будет. Это китайская версия. Есть функция VoLTE Wi-Fi и запись разговора без уведомления собеседника о начале записи. Датчик приближения работает корректно, поддерживает многофункциональный NFC, он, разумеется, можно устанавливать MirPay и спокойненько оплачивать покупки NFC модулем. GPS двухдиапазонный, тест показывает стандартную для Qualcomm 3-метровую точность. Ловит, кстати, быстро и хорошо. Аккумулятор кремниево-углеродный анодной емкостью в 6000 мАч. В PC-марке смартфон выдал пусть даже скромные данные. Он показал всего 6 часов 52 минуты. Но работал он в высокой яркости, максимальной герцовке. Я специально PC-марк добавил по герцовке в перечень 120 Гц. И в целом автономность у него хороша. Смарт поддерживает быструю зарядку до 100 Вт, беспроводную до 50 и реверсивную до 10 Вт. Тут все по-старому. Плюс у них уже появились портативные аккумуляторы, которые вешаются, правда, не на сам смартфон, а только с чехлом. Смарт заряжается от 0 до сотки за 45 минут у меня. Может быть, у кого-то быстрее будет заряжаться. За час просмотра видео на YouTube тратит 4% заряда. В играх уходит скромные 20-22%. Смотрите еще раз прожарку. Но он просто сбрасывает незначительную яркость, но ее незаметно. И когда ты выходишь из игры, он показывает сначала повышенную яркость, и потом уже показывает, что он до 600 люксов, допустим, падает в Genshin Impact за 30 минут. Тач чуть-чуть начинает тянуться, но в принципе он отрабатывает неплохо. Переходим к тестам. Как он проходит тротлинг-тест, вы видите, ничего волшебного здесь нет, но цифры довольно крупные. Стабильность невысокая, но опять же из-за того, что цифры большие. Так оно и есть. В Antutu, кстати, при 3 прогонах в стриме он показал всегда больше 2 миллионов тысяч попугаев, и всегда это было, разумеется, через Game Assistant. На 3-й прогон показывает 2 миллиона 200 тысяч. Storage тест показывает нереальные 238 тысяч. Внутренняя память просто безумно быстрая. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров, LED-вспышки и направленного микрофона. Калибровка стандартна от Hasselblad, и перед тем, как я перечислю сенсоры, сразу скажу, здесь суперсила. Вы в 4К 60 FPS можете переключаться с ультраширика на основу и на телевик. В целом, вот даже эта фишка, это уже круто. Основной сенсор Sony LIT 808 на 50 мегапикселей с апертурой 1.6, фокусным расстоянием в 23 мм и оптостабом. Сверхширик Samsung GN на 50 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов, апертурой 2.0, фокусным расстоянием в 15 мм, поддержкой макросъемки и автосфокусом. Далее есть перископный телеобъектив Sony IMX882 на 50 мегапикселей с апертурой 2.6, фокусным расстоянием в 73 мм, автофокусировкой, трехкратным оптическим зумом и оптостабом. Хотя, опять же, все эти оптостабы — это такое себе. Запись видео доступна в максимальном разрешении 8К 30 FPS, 4К 60 FPS в наличии. Жаль, что нет 4К 120 FPS даже в флагмане, считайте, 25 года, потому что в январе они глобалку выгрузят уже через 2 дня. А в каком-нибудь S24 Ultra годовалой давности есть 120 FPS у 4К. Фронталка с Sony IMX615 на 32 мегапикселя с апертурой 2.4 и фокусным расстоянием в 21 мм. Максимальное разрешение для съемки видео у нее 4К 60 FPS. С основы на фронталку перейти нельзя, как в Samsung. По фото
фото и видеосъемки я сравнивал данную модель с смартфоном Xiaomi 15. Если говорить про видео, то обе модели выдают очень близкие по качеству картинки, но в большинстве случаев OnePlus мне лично нравится больше. Короткие примеры и сравнения вы сейчас увидите. Так, ну что, проверяем. Два основных модуля, 4К 60 FPS. Имеет ли размер значения, когда мы сравниваем Xiaomi и Pallas? Я у Pallas вижу, к сожалению, у OnePlus очень много шумов. Видно ли это у Xiaomi, это вопрос. Надеюсь, нет. И вот так вы сможете снимать на основные модули. Ультраширики. Ультраширики чуть-чуть поприятней, но не намного поприятнее, чем если по одному снимать, да? И телевики X3, X2 и 6. Вот так сможете снимать на телевики. Ну-ка, а если X2 кроп? Вот X2, даже не знаю, ну видно сразу разное фокусное расстояние. Видите, X6 и X5. Да, Xiaomi пока то, что я вижу, в каком-то смысле ушатывает. Но может я не прав. И два основных модуля 4К 30 FPS. Два ультраширика. Луна. Две основы. 2X2. 2X3. X2 и 6. И X5 и X6. Вот смотрите, как стаб работает в X5 получается у Xiaomi, и как X6 работает на пикселе. У Xiaomi есть ощущение обрывов, у Pixel есть ощущение отсутствия стабилизации. Так, и с этого момента у Xiaomi полностью отсутствует фреймрейт. Когда он подстраивается, я его отключил. И мне интересно 2.6 и X3 как будет отрабатывать. Ну, не особо разницу я вижу, тоже Xiaomi подтормаживает. Надеюсь, что в итоге X6 и X5, в итоге он как-то станет снимать лучше. Но не факт, опять же. Вот так сможете снимать X6 и X5. Ну и последнее, 4К 60 FPS против 4К 60 FPS, съемка с двух рук. По большому счету, вот так примерно сможете себя снимать на эти два смартфона. У OnePlus какой-то расколбас просто лютейший, вы видите? То есть я не двигаюсь, а его колбасит. Так, я попробовал у OnePlus включить 4К 30 FPS. И вот 30 FPS, видите, он не тормозит. Очень странные дела, но вот так. Плюс-минус такая будет съемка на фронталку в 4К 30 FPS. 4К 30 FPS. У меня OnePlus предупредил, что для хорошего качества видео необходимо снимать при хорошем освещении. То есть ему освещение технически не понравилось, чтобы вы были в курсе. Это основной модуль. Это два ультраширика. При том, что пусть на OnePlus и больше шумов, но и информации больше, разумеется. 2.6 и X3. И X5, X6. Ночь. Так, 4К 60 FPS понеслась. Самые эпичные моменты, как всегда, ночные. Надеюсь, успеем чуть-чуть поснимать до того, как музыка начнется. Ветер, основа, буквально 5 секунд. Ультраширик, еще 5 секунд. И надо, наверное, заканчивать, потому что иначе это дело будет 2.6.3, 6.0, 5. Вот так. Так, без всяких фильтров, 4К 60 FPS, два смартфона и Xiaomi 15 против Pallas 13, OnePlus. Каюсь, что все время его Pallas называю. И по мне, наверное, со светом лучше отрабатывает у нас Xiaomi на основу. Да и, наверное, на ультраширик, мне кажется, тоже. Может, я не прав, а может, прав. Смотрим, как отрабатывает автофокус.
на ультраширике. Как-то я не заметил автофокус на ультраширике у Xiaomi. Есть вроде. На основе это тем более быстро все. Телевики. Вот нужно на X3, чтобы был фокус, как отойти у OnePlus. И X3. Как-то отрывисто Palace снимает, хотя вроде бы там 7 гигабайт он обновление скачал, а пока... Хотя в Xiaomi тоже не блещет, будем честны. X5 и X6. X5 и X6. Ну, у обоих съемка флагманская, но с какими-то косяками, по мне. Так, ну и теперь 4К 30 FPS. Все равно на основу не перейти, к сожалению. Точнее, на фронталку. Основа. X2.6, X3, X6, X5. Вот какая-то мыло и шумы у у OnePlus. Может, я не прав. Основа. Ультраширик. Но по плавности, наверное, все-таки ближе по мне OnePlus по переключениям модулей. X1, X2, X3, X2.6, X6, X5. Еще немного в 4К 60 FPS фронталку помучаем и хватит. Ну вот он, динамический диапазон позади меня на Xiaomi и на Palace. По мне на OnePlus лучше. 4К 30 FPS, кстати, так интересно. Получается, OnePlus мне написал оптимизация сценария сцены. Вот так. Насчет 15 Pro я буду сравнивать 13 глобалку с 15 Pro, ультраширики. Дальше основа. Дальше какой-нибудь объект. Переход с объекта на какие-нибудь штуки ночные. О, видите, какое пятно вместо огоньков у Xiaomi. Вот она. Да, у OnePlus зато камера дышит, да? И 4К 60 FPS основа ночь. Шумов много у OnePlus, как будто это какой-нибудь там пиксель. Не должно быть так. И вот баланс белого, видите, как прыгает? Вообще какая-то дичь. Ультраширик. X2, X6, X3, X6, X5. Максимально не люблю снимать дневные видео. Почему? Потому что днем плюс-минус все одинаково, но единственная разница в цветах. Вот сейчас я вижу, что OnePlus передает цвета правильнее, во всяком случае море. Хотя у него определенного рода пересвет. Но здесь реально очень большая дымка. Прям лютая дымка. И сказать, что он как-то плохо справляется, да нет. Вот так работает ультраширик в 4К 60 FPS. Опять же, вот сейчас я включу. Сейчас фокусировку звука я включил. И идем X3 2.6, X6, X5 и максимальный зум X18, X15. Ну, разумеется, здесь у нас, допустим, 2 X15. Почетче, конечно, на OnePlus. Хотя, смотря как смотреть. Вот посмотрите, как по работе со светом, да? Может, даже Xiaomi лучше. И фронталка днем без HDR. Динамический диапазон здесь хуже. Я даже не знаю где. Все плохо. Реально не знаю. Одинаково плохо. Наверное, так. Во всяком случае, то, что позади меня, лицо, ну, плюс-минус все-таки. Так, ну что, два основных модуля, 4К 60 FPS, закат.
И 13-й iPhone, точнее 13-й Palace глобалку я также буду тестировать против солнца. Здесь чуть-чуть другая позиция против 16-го, получается, Xiaomi. Там будет 16 Pro с полиревым сразу. И по ультраширику лучше у нас Xiaomi. По основе, наверное, все-таки лучше OnePlus X2, X3 2.6. Никто так не делает, но все равно. И X5, X6. Но вот он X5, X6 у объектов каких-нибудь. И, допустим, вот так. Я говорю, я не понимаю этих зумов, потому что зум надо использовать все равно телевики либо при остановке, либо на штативе. То есть в движении ты телевиком пользоваться не сможешь адекватно никаким. Может быть максимум X3 и то на каких-нибудь там яблоках старых, потому что сейчас они телевики X5 ставят. Основа и ультраширик. Ну, в принципе, все. Так, зелень. И те же самые условия для фронталки. Но фронталку мучить смысла нет, потому что чуть-чуть небольшое солнце и все. И вон белина. Но вот здесь по динамическому диапазону фронталка у OnePlus просто в никуда. То есть мы даже море позади не видим. Если Xiaomi еще что-то пытается, то OnePlus нет. Ну что, сравнение видео 4К 60 FPS. Здесь я порассуждаю чуть-чуть про другие обзоры. Ультраширики. Почему? Потому что... уже не порассуждаю. Ладно, перед теми зеркалами не получилось порассуждать. Это X1 основа, ширик. По поводу Tecno. На Tecno был уже второй обзор без рекламы вчера. Почему? Потому что их выгодно покупать. То есть, допустим, когда я купил OnePlus вот этот, я на нем потеряю 1015. А Tecno я купил, в принципе, за 12 тысяч, у меня уже обзор. И, я его и продам за 1009 100%. А здесь я просто потеряю чисто 12 тысяч. Чтобы вы понимали, как вообще техноблогинг работает. Но в то же время народ паникует, что вот, ругаешь Tecno. Вы покупайте, что хотите. Есть просто объективные данные результатов тестов, и вы можете на них смотреть по-другому. И субъективный взгляд на них. Это основа еще раз. Ветер лютейший. Сейчас я включу фокусировку звука и телевики. X2, 2.6 и 3. Иду в движение. Снимаю движение. Стараюсь аккуратно это делать. И X5, X6. Опять же, движение. В движении надо вообще прям супер медленно это все делать. Нет, я остановлюсь, потому что иначе вы просто получите какой-то набор кадров, смазанный при том. Ну вот так, если вы будете на телевики снимать просто, там, не знаю, супер плавно, это вот так, наверное, вести. Но от ветра супер плавно не получается. И вот без лишнего света 4К 60 FPS будет вот так выглядеть. И все равно, если как только ты разворачиваешься, все, ему хана. Так, 4К 60 FPS, сверхстабильный. Вот сейчас я включаю еще фокусировку звука. И вот так примерно вы сможете снимать на этот смартфон ночью. Без всяких сравнений, если. Ультраширик, основа, X2, X3 и X6. Ну, то есть у нас только основа дает более-менее адекватный результат. Хотя, опять же, если светлые какие-то вещи, X3, X6, то, в принципе, и даже основной модуль неплохо отрабатывает. И ультраширик тоже. И 4К 30 FPS отдельно, если не сравнивать ни с кем. И смотрим, пытаемся перевести плавно. Вы видите, какой расколбас, да, по цветам. X2, X3, X6, X10, X18. Ну, кстати, даже для ночи очень даже неплохо. X3 и 8. Мне не нравится, что с фокусом творится, но все равно. Вот, допустим, X18. Вот так. Плюс-минус. Так, ну что, ультраширик, 4К 60 FPS, съемка с одной руки в движении. И ультраширик здесь печальный, вы это уже могли не раз заметить, но это неудивительно. У большинства сейчас смартфонов такие дела. Основа, вот основа уже приятненькая, правда? На основу снимаешь, и даже не хочется на всякие там телевики X3 переключаться.
потому что это, конечно, печаль. А вот основа снимает очень даже хорошо. На X3 я заметил, почему-то довольно быстро фокус смещается. Так, я не совсем понимаю, почему я так быстро еду. Кратко, разумеется, ни в коем случае не снимаем без шлема, не снимаем, вообще не снимаем обе руки на руле, но это, как говорится, для чистоты эксперимента, потому что большинство смартфонов мы так гоняем. По большому счету, для полноты картины, чтобы вам сравнить, этого хватит. А исходники фото, повторяю, с моей личной телеги до упора. Можете качать и на глобалку Xiaomi 13, это вообще штук 150. И спокойным образом анализировать для себя, насколько они хороши. 4К 60 FPS. И вот такие соники. Я, кстати, смотрел мультик, мне очень понравился. Очень. Mac и там же Starbucks. X3. Ну что, 4К 30 FPS, основной модуль. И самое интересное, согласитесь, вот я сейчас снимаю, но сравнение с Xiaomi 15 будет поинтереснее, чем просто вот так снимать. X2, X3, X6, ультраширик и максимальный зум штатно по 17. Ну, на X6 еще можно смотреть. X3, X2, X1 ультраширик. Так, ну и немного дневной съемки без сравнений. 4К 60 FPS. На что там вечно можно смотреть? На то, как люди работают. На воду. Вот, кстати, Xiaomi 15, с которым я и сравниваю. И, да, без чехла. Плитку раздолбали. И вот так, при ветре, вы сможете снимать на данный смартфон в движении. Это на основу. Ультраширик вот так. Допустим, вам срочно понадобится X3. X3 будет вот так. X6 будет вот так. X3, X2, X1 и ультраширик. Единственное, хотелось бы X1, чтобы это дело, во-первых, не меняло X3 баланс белого при переключении. А во-вторых, переключалось чуть-чуть более плавно, но это, как говорится, хотелки. Вот как может снимать, так и может. На штатив вешаете и смотрите. Основа, ультраширик. Вот еще немного. Опять же, X1, X3, X6 и максимум X18. Так, ну и небольшое сравнение камер. Здесь довольно просто все. Почему? Потому что все-таки Mi 15, ну, он, в принципе, относится к компактам, а не к камерафонам каким-то. Хотя, опять же, Vivo X200 Pro Mini. Но это не такой он и маленький, но он поинтереснее будет, чем эти два смартфона. Здесь у нас чуть-чуть стабилизация поплыла, по-моему, по Mi. Это у нас эквивалент 46 мм. В принципе, неплохо. В принципе, здесь еще интереснее. Почему? Потому что это эквивалент 60 мм здесь, а здесь у нас эквивалент 73 мм. И заметьте очередной раз, что здесь, допустим, поплыл чуть-чуть Mi, а здесь наоборот, у Xiaomi со стабом все было хорошо, а у великого и ужасного OnePlus не все хорошо. Дальше. Это основа, и это основа OnePlus и Xiaomi, и они одинаково не очень волшебные. Еще небольшое сравнение, и вспомнил я про то, что неважно, какой у вас девайс в руках, от того, что вы купите себе дороже или лучше устройство по фото, фотографировать вы лучше не станете, если вы там даже со стабом, допустим, не будете дружить, не будете стараться. Здесь у нас OnePlus, здесь у нас Xiaomi, здесь фронталка. В принципе, у Xiaomi все еще хуже, и сравнивать здесь нечего, потому что это видно невооруженным взглядом. С другой стороны, если мы берем ночь 23 мм и 23 мм на оба смартфона. Напоминаю, что скачиваем исходники и сами сравниваем. Вот здесь у меня есть ощущение, что у кого-то стаб сыграл, но скорее всего нет. Скорее всего это просто ощущение в попытке каким-то образом оправдать устройство. И по мне лучше здесь справился Xiaomi. По деталям, во всяком случае. По шумам то же самое, что у одного, что у второго они в наличии, но их не так и много. Наверное, у Xiaomi их больше чуть-чуть. По остальным моментам, да, есть ощущение, что чуть-чуть поплыл фокус у OnePlus. И день OnePlus и Xiaomi. Небо и земля.
OnePlus молодец. Мне понравилось, как он эту фотографию отработал. И с небом у него тоже чуть-чуть лучше. Чуть-чуть местами. Xiaomi здесь, конечно, пусть даже может быть ближе в каком-то смысле по цветам и передал дымку, но натуральнее, скажу так, Xiaomi. По общему впечатлению от фотографии и по деталям, то однозначно OnePlus. Субъективно все это. Скачивайте исходники, эти все фотографии я тоже скину в своей личной телеге, смотрите и оценивайте для себя. Минусы: присутствует перегрев, региональная блокировка, отсутствует, разумеется, eSIM в китайской версии. И, наверное, все, потому что ценник в долларовом эквиваленте максимально адекватен. Мне кажется, самый доступный флагман из всех сейчас. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. И этим вы очень сильно поможете проекту. Резюмировать я бы хотел долго и мучительно. Смотрите, начнем мы с чего? Какие проблемы у OnePlus? В первую очередь это блокировка. То есть OnePlus пришел мне разблокированный. Как его разблокировали, я не знаю. Бывали случаи повторной блокировки. И да, в этом случае я буду как шаман бегать, пытаться искать, кто мне его разблокирует. Никогда это не просто. Когда вы сейчас напишите в комментариях, если сблочится что-то, просто ли разблокировать, вам какие-нибудь продавцы расскажут просто, или те, у кого вообще нет этого аппарата на руках. Я вам скажу каждый раз, когда я сталкивался с вопросами разблокировки Oppo, Realme или OnePlus, это всегда был головняк. Иногда это был код просто, но раз на раз не приходится. Да, здесь есть все бенды, но агрегация частот — это не глобалочка. Да, здесь шикарный комплект, в глобалке не будет по-любому ни зарядки, ни чехла и соляви, как говорится. Но в то же время, что такое китайский OnePlus? Это что-то супер сбалансированное, когда все говорят, вот они делают топ за свои деньги. В каком-то смысле да, но каких-то фишек, вот специально у меня Oppo Find X8 Pro, который мало кто купит, Oppo максимально не популярен, потому что там есть какие-то фишки, там есть вот эта стипженная с айфона, извините за мой французский, кнопочка вот эта сенсорная. Если говорить про, допустим, Asus, у них есть сенсорные триггеры. Если говорить про айкушки, у них есть обходная зарядка, здесь ее нет. И ты куда ни тыкаешься, везде какие-то суперфишки есть. Суперфишка OnePlus хорошо, это вибро и это хорошо оптимизированная система. Но достаточно ли это для того, чтобы вы его выбрали, когда он там стоит на 50, где-то на $100 дешевле, чем его конкуренты-флагманы, это вопрос. Потому что по съемке, то, что он не хуже, чем наш великолепный ужасный Xiaomi 15, но это не считаю, что супер круто. Вы посмотрите разницу. То есть размер имеет значение, понятно, он более пузатый, но это компакт. Он должен был компакт ушатывать по полной программе, у него этого не получилось. У него нет 4К 120 FPS. Когда-то они что-то там пытались, и в итоге эти попытки ушли в никуда. И бежать с ошалелыми глазами покупать китайскую версию я бы подумал 10 раз. Потому что когда ты покупаешь флагман, ты покупаешь его, чтобы не иметь проблем. Ни с оповещениями, которые все равно надо настраивать, ни с внутрянкой, которую надо чистить. Да, обновы прилетят. То есть у меня был Ace 3 Pro от OnePlus. Он был перешит, китайская версия на Global, и там все, обнов нету. Он до сих пор, кстати, у меня не продан. Вот на это дело обновления уже у меня прилетали. Очень сильно напрягает, что есть у них белая категория белых людей, которые не блокируются стран, белых стран. И категория стран, в которых они могут блокировать китайские смартфоны. И это очередной плевок в сторону покупателя объективно. Так что, если вы собираетесь купить OnePlus, в этом случае я бы посмотрел, подождал недельку еще, сколько будет стоить Global. Рассмотрел его. Почему я, наверное, накидываю столько негатива? Потому что в конце концов, когда я делал подсъем, я об этом в ролике уже сказал. И вроде бы в стриме все было хорошо с яркостью. Экран просто в течение всей ночи и утра у меня был доподсъем, сбрасывал яркость 1100 люксов до 700. Если вы, даже не имея люксометра, будете его использовать, вы это заметите. И никакой автояркости не было включено. Его еще даже перезагрузил, и он был холодный. Такое шаманство я первый раз вижу с OnePlus'ами. Так только у меня, может быть, 250 страниц на FOPDA говорит о том, что люди прям как любят OnePlus. 250 страниц на FOPDA по поводу флагмана, еще и китайского, это много. Вы можете посмотреть много обзоров, сделать свои выводы. Разумеется, не переходить с 12-го OnePlus на 13-й 100%, тут незачем идти.
Все эти штуки, еще что-то, это специфика, ничего здесь сверхъестественного нет, в камерах ничего сверхъестественного нет, тача сверхъестественного нет, каких-нибудь там, не знаю, триггеров сверхъестественных нет, кнопки, они, кстати, как у Oppo, сделали чуть-чуть выше. И когда я говорю чуть выше, вот смотрите, по поводу кнопок, то есть кто-то может просто не заметить, вот посмотрите, где у Xiaomi кнопки и где кнопки у OnePlus. И это неудобно, к этому надо переучиваться, и не факт, что ты к этому переучишься. То есть здесь я держу и могу правым пальцем обе кнопки нажать. Не так волшебно все с экраном, который не совсем водопад. Вроде водопад, а вроде нет, точнее он ближе к прямому экрану, особенно в чехле это странно. В целом, девайсу от меня однозначно бесконечное да, я OnePlus люблю, но сказать, что нет альтернатив или что у них все решения были идеальными и правильными, однозначно нет. А самое обидное, что кроме вибро и программного обеспечения, которое уже почти как у Oppo, OnePlus перестает что-то новое давать нам, даже в соотношении цена-качество. Никаких там суперкамер, повторяюсь, ничего такого, за что бы хотелось зацепиться и сказать, а вот это еще его одна фишка. Еще одна его фишка стала блокировка, к сожалению, с этими годами. Вот и все. А так, девайс хорош. Ждите глобалку, смотрим цену. Добра и удачи вам, дорогие друзья.